Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиуа. Сегодня у меня никаких планов нет от слова совсем, поэтому никаких планов, тупо мочим. Будем что-то такое импровизировать, будем что-то такое интересное собирать. Возможно, я хочу попробовать стартануть через шаманов и волшебников со старта, как раз у меня там... Ну, я шаманов как бы уже заранее поставил, тут еще есть легендарный шаман пятерочка, в принципе, можно будет что-то с легендарным дизраптором сделать. Пока не ясно. И знаете, что я хочу сказать вот на начало ролика? Я хочу сказать следующее. Соберется под этим роликом 50 лайков, то я выпущу зверей через суммонов. Поэтому, ребят, если интересно, это моя одна из самых любимых сборочек, и я жду под этим роликом 50 лайков. Как только соберется, так сразу я буду пытаться записывать зверей через суммонов, потому что, зная свою удачу, Лондруид и все остальные звери-суммонеры ко мне придут к раунду так 35-му. Ну, чисто по дефолту, знаете, так. Ну, вот, как бы, ну, с барского плеча мне снизойдет Лондруид. А что-то как-то шаманы неплохо идут. Возможно, это в действительности катка для 6 шаманов. Вот чистых 6 шаманов. То есть, легендарный шаман, обычный шаман пятерочка. Может, это реально каточка для них? Тут, кстати, еще есть тролль легендарный. Хотелось бы попробовать его реализовать. Ну, в принципе, можно было бы. Возможно, мне бы получилось бы собрать в этой каточке магов плюс духов. Или духов плюс магов, как правильно это будет звучать. По-моему, магов плюс духи. Можно было бы через лустрик вообще начать. Ой, короче, не знаю я ничего. Вот не знаю и все. Поэтому просто делаем контент, ребята. Просто делаем контент, играем, отталкиваемся от того, что приходит. Вот и все. Вот что я хочу сказать. Вот как и все. А еще, ребят, в своем телеграм-канале я писал про анонс патча на сегодняшний день. Ну, соответственно, ролик выйдет для вас сегодня. Для меня это было уже вчера, но все же. На сегодняшний день должен быть анонс патча. Точнее, короче, должен был сегодня выйти патч. Но он, я так понимаю, не выйдет. Потому что объявление испарилось. Кто смотрел Бэтмена, там «Возвращение легенды», по-моему, называется эта часть, или как-то так. Но там Джокера сыграл обалденно. Короче, роль Джокера сыграл актер обалденно на все 155%. И там была фраза такая, знаете, с карандашом мем такой. Хотите, покажу вам фокус? Ставит карандаш в стол такой, оп, и головой чувака об этот карандаш. И такой, и он испарился. Боже, я гений пересказывания истории. Да. Лучше бы не пересказывал. Какой-то бред получился, да? Какой-то бред. Кстати, на Луну реально хорошие шмотки упали. Я вот сейчас так подумал, что в действительности есть маска берсерка, есть у меня и меч. А можно будет, знаете, попробовать, что здесь реализовать? Керри Луну. Керри Луну. Потом перестроиться в темпларочку, если она, естественно, придет. У меня, кстати, рыцари пришли. Возможно, в действительности у меня получится сделать то, что мне давным-давно хотелось. Я давненько не играл на Луне. Но, наверное, стоило с самого начала тогда покупать, а то что-то как-то... Как-то я немножечко провтыкал этот момент. На самом деле, если Луна со старта приходит в двойку, она так жестко защищает столы, что ты диву даешься. Ты сидишь и только думаешь, а как так? Почему так жестко? Почему настолько жестко она защищает столы? У него в действительности какой-то вот сдвиг по фазе получается, когда она собирается в троечку. С чем это связано? Вообще непонятно. По-любому здесь я уже вижу в каточке будут боги-полуорки. Тут как бы гадалки не ходи, я уже вижу. Это вот просто, знаете, ментальная связь с этим молодым. Какой у него так? Юллабай. Я не знаю, что за первый символ, как он читается, но будет Л-ка. Люллабай. Ну, пока что старт как-то так себе. Хотя... Маршрут перестроен. Все, так, сюда. Жалко, у меня нет еще одного рыцаря. Жалко. Как-то так сделаю. Поставлю, пусть будет немножко троллей, хотя можно сделать вот так вот. Вот так вот. Пока что... Короче, пока как-то так сделаю. Жалко, у меня нету 4-го рыцаря, было бы уже намного проще играть. Может, Абаддон в двоечку придет? Ранний. Мне как-то предлагали собрать Абаддона через богов.
вот именно в тройку собрать, но пока есть АМ, пока есть... Ну, короче, пока что есть АМ, я не хочу Абадона в тройку собирать, так как его жестко законтрит АМ. Там, в принципе, довольно-таки сильные билды его спокойно законтрят. Хотя предлагали. А ну, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Это, что будет, если... Точнее, не что будет, а что думаете? Стоит ли записать мне... Стоит ли мне записать Абадона через богов? Вот стоит ли оно того? Стоит ли мне тратить свои нервы и силы? Панду поставлю сейчас. Кстати, продал двух бэтрайдеров. Я как-то в них особо не верю. Ну, как-то такое. Может, получится. Не знаю, что мне получится вообще. Я что-то собираю такое, что собираю? Непонятно, что собираю. На самом деле, лучше бы я определился уже заранее, потому что, как бы, ну, что я могу сказать? Я свои денежки трачу на это. Из-за того, что я трачу свои денежки, у меня ситуация так себе. Еще бы луна апгрейднулась, было бы замечательно. Ну, тут я, скорее всего... Бей! Бей! Чуть-чуть не хватило. Возможно, бы я даже и раунд затащил. Хотя, не факт. Не факт. Ой, далеко не факт. Так, мне пришли... Ну, нежить неплохо идет, но на нежить я не хочу играть. Это как бы было прикольно, но такое. Вот, кстати, напишите в комментариях мне, что думаете по поводу игры на нежити. Знаете, как можно здесь будет переиграть? Тут же есть цветка, пятерочка. Empress Light. Можно попробовать будет сейчас цветку собрать. Мипаря. Сделать какие-то интересные дубликаты. Тут, в принципе, кто есть? Ну, два шаманчика есть. Ну, из легендарок такие, ну, слабоватые есть легендарки. По сути, только провидец есть, инвокер. Есть... Хотя тролли еще есть. Ну, короче, есть тролли, есть шаман и есть провидец инвокер. В принципе, через дубликатов было бы прикольно сыграть. Ну, тоже, сыграть через дубликаты, это надо еще ту удачу иметь. Потому что, зная то, как оно будет приходить, возможно, я буду жестко откисать. Кстати, чел мне лустрик поломал немножечко. Обидно. Можно было бы продать сейчас этого шамана, выйти в уровень. Тролли идут прям идеально. Да, я, наверное, попробую через цвет сыграть. Вот не люблю, знаете, вот эту вот ситуацию, когда ты не можешь определиться, на какой ты сборочке хочешь сыграть. По идее, вот ту сборку, которую я сейчас вам озвучил, это через цвет, это прикольно было бы. То есть вы собираете мипарей, делаете каких-то дубликатов, то есть несколько инвокеров, там несколько троллей, несколько шаманов, пятерочек, либо же какие-то сильные фигуры. Вот, кстати, давайте вам дам на размышление сейчас, а вы в комментариях придумайте мне интересную сборочку через цвет, то есть именно через дубликаты как поиграть. То есть, смотрите, вот две цветки, два мипаря. И к ним доставлять какие-то классных дубликатов. Какие дубликаты? Напишите в комментариях. То есть, давайте так. 8 уровень, у вас есть только мипари. И вот кого можно к ним доставить, чтобы это было и мощно, и сильно, и можно было бы затащить, не отталкиваясь от легендарок. Ну, легендарку можно, но одну. Ну, короче, давайте 8 уровень. 8 уровень. И получается сколько? 3 пары дубликатов. Вот напишите на свое мнение, что вы думаете. Какую пару дубликатов лучше всего вот будет доставить к этим цветкам? Как по мне, какие-то вот разоры неплохо смотрятся. Ну, котлы, наверное, так себе смотрятся. Вот конкретно разоры. Думаю, эгиды неплохо смотрятся. Омники, абадоны всякие. То есть, если, конечно, нету АМа. Потому что если будет АМ, то он жестко распетляет всех. Короче, вот вам еда на размышления. Жду в комментариях ваши ответы. Что вы думаете? Какие дубликаты лучше всего подойдут до цветок? А мы тут будем бороться с рандомом сейчас. Сейчас меня тут мобы вынесут. Слышь, молодой, это мой как бы Абадон был в двоечку. Верни его назад, алло. Набзад, хотел сказать. Помните, я говорил, что я сейчас от мобов откисну? Да я провидец, походу, смотрите. Опа! Ладно. Если я в каком-то ролике не буду откисать мобов... Чего я хочу сказать? От бабабобов каких-то. Что это такое происходит? Если я в каких-то роликах не буду откисать от мобов, то это буду не я. Вот, реально это буду не я. Это будет кто-то другой, но не я. Как-то так. Как-то так.
Не знаю, что еще такое придумать можно было. Я вот, знаете, дал пищу для размышления вам, а по итогу сам сижу и думаю такой, а чё ж можно такое с цветками собрать? Ну, как по мне, реально... АМ, Абадон, Разор в двойку. А тебе хоть бы закаточную машину не принести еще сверху, а? Молодой. Ну, что ж. Или это не Абадон? О май гад! Это что, Таймс-сквер? Блин! Где вы берете АМов так рано? Дайте мне на сдачу. Хоть что-нибудь. Там, Манки Кинга давайте мне в двоечку заранее. Лондруид. Понял. Понял, принял, ребята. Все, не надо так жестко. Не, ну Луна в двоечку. Может, это реально карточка для Луны? Может, мне уже стоит определиться? Жалко, что у меня предметов адекватных нет первого тира на какие-то на скорость атаки. Еще один АМ. Короче, похоже, в действительности это будет каточка для Луны. Собираем Луну в троечку. Приходит мне темпларочка. То от темпларочки мы отталкиваемся. Еще и рыжий лис пришел. А можно не так вот? А можно мне, ну, полегче выбор? А? Не? Нельзя? Ну ладно. Что ж. Что ж. Вот сижу и размышляю, что же мне такое взять? Как же мне все-таки сыграть? Не, ну я думаю, попробую через Луну все-таки. То есть собрать Луну, закерить ее, потом перестроиться в темпларочку. Знаете, это как мем. It's a trap! It's a trap! Там, где со Звездных войн вот этот краб, или как его там звали, кричит фразу It's a trap! Это если что касается того, что у меня Луна пришла так сильно. То есть у меня одна Луна в двойку, еще есть несколько Лун. И хочется, и не хочется. И хочется... Наверное, знаете, может мне попробовать поставить лустрик? Первое место будет играть точно через богов полуорков. У него там жестко пришло на богов полуорков. И... Как же мы будем его контрить? По-любому мне здесь нужен будет шар бездны. Гадалки не ходи, по-любому он здесь нужен. Но сейчас на 15 раунде я хотя бы должен мобов затащить. Это единственный плюс. Это чисто из-за того, что у меня есть Луна в двоечку. Не было Луны в двоечку, вряд ли бы я смог бы это сделать, совершить. Ой-ой-ой, еще и ты, гаденыш, присосался к моей Луне. Вот умеет Сларк разочаровать немного. Ну хотя бы не так много по лицу сейчас получу. Так, возьмем жреца. Я буду ролиться пока что. Так. А это заявочка. А это заявочка на волшебников. Да, я, наверное, попробую все-таки собрать Луну в тройку. Сделаю волшебников, поставлю троллей. Под троллями она будет набирать огромную скорость атаки и будет защищать столы, будь здоров. Или все-таки через цвет. Дубликат у меня, по идее, более-менее сильные. Посмотрите, там 3 чела на винстрике. 3. Не 1, не 2, а 3. Раз, два, три. И один бог-полуорк. Не дай бог ты себе найдешь посох жертвы рано. Не дай бог. Кстати, боги-полуорки здесь... Ой, боги-полуорки. Боги-орки здесь будут по-любому. Ну как вы прыгнули так? Боже, походу я сейчас тут от мобов откисну. Или нет? Ладно, похоже нет. Все-таки Абадон в двоечку творит чудеса вместе с жрецами, которые подхиливают. Я думал, что я откисну.
Реально думал, что откисну. Знаете, в чем минус игры через Луну? Ого. Не, ну жреца в двоечку я апну. Жрец в двойку это то, что доктор прописал. У меня еще 2 цветки есть. Зря, конечно, шаманов продал. Ну ладно, пока пусть. Так, 2 масочки мы берем по-любому. 2 масочки это то, что реально доктор прописал. Так, давай Луну попробуем. У меня почти фулл волшебники. Ух ты! Это что, Таймсквер? Таймсквер. Это Таймсквер, ребята. Это Таймсквер. Тролли приходят. Ну, яичко есть, и это, и то, и все. Так, чё, как, у кого? Вот так вот. Можно было бы сейчас поставить волшебников и сделать 6 рыцарей. Но я попробую найти сейчас троллей. Мне по-любому нужен троллей. Вот это сейчас контент пойдет. Чисто на Луне троечки сыграю. Обалдеть, 16-й раунд у меня Луна в тройку. Обалдеть. А вот и тролли. А вот теперь держите свои трусики, молодые. Сейчас будет контент. Так, что я хочу сказать. Грангеров мне не нужен. Сразу продаем. Меняем как-то вот так. Так. Блин, ну жреца, конечно, обидно, что надо терять пока что. Но если... его не заменить, будет такое. Не знаю, хочется мне все-таки еще сыграть через эту цветку. Еще питаю, знаю, как-то к ней надежду. Сейчас я буду выходить деньги, у меня, в принципе, все более-менее замечательно. Смотрите, у меня есть Луна в тройку. Вот, посмотрите, какая она дикая становится, когда в тройку собираете ее. С чем это связано, непонятно. Реально, 5000 урона физического нанес. Короче, все, я определился. Я определился. Это по-любому будут сейчас тролли плюс Луна. Возможно, знаете, еще можно будет попробовать синергию Киры доставить. Это прям же вообще пушечка будет. Со слезами на глазах я продавал этих молодых ребят. Они служили мне верой и правдой, но время идет, все развиваются, и я развиваюсь, поэтому придется мне потратить их как расходный материал. И меч на 15% урона мы тоже берем. По-любому берем. Так, ну смотрим контент. Так, поехали, поехали. Джик, 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 джик. Реально, откуда у нее столько много урона? С чем это связано? Чик-чик-чик. О, Винстрикс! Да! Я должен себя вести престижно все-таки, да? Но стырить у него кучу бабла, это то, что доктор прописал. Отлично. Отлично. Боги полуорки, точнее боги полуорки, хотел сказать, боги-орки меня не устраивают, да и боги-полуорки меня особо не устраивают. Если они будут находить себе сейчас посох 3-го тира, то я надеюсь, что они не снесут. И мне по-любому здесь нужен будет шар бездны. Вот гадалки не ходите, по-любому мне он здесь нужен будет, иначе мне Эгида будет стирать в порошок. Это будет печально и очень обидно. Еще здесь собираются воины, это еще более обидно, потому что воины будут разрывать меня, будь здоров. То есть, если он сейчас соберет себе воинов через волшебников и Кири Вайпера, то знаете, как я себя буду уничтожать? Я себя расщеплю на молекулы. Слишком много урона мне будет прилетать в секунду. Из-за того, что у меня глейвы есть, эти массового урона. Жик, жик. Боже, я Луну обожаю все больше и больше. Мне, кстати, этот стильчик выпал именно с коробочки. И именно тогда, когда он выпал, я решил реализовать Луну. И это было реально жестко. 13 тысяч физического урона. 13 тысяч. Кстати, берем уровень. Мне по-любому нужно брать только уровень сейчас. У меня, в принципе, теперь все более-менее замечательно. Вот бы всегда так Луна приходила в тройку ранее. Прикиньте. Ну, только мне. Не кому-то другому, вот именно только мне. Я помню, как-то чел собрал на 8-м... Не, чтоб не стрендеть, по-моему, не на 8-м. Короче, что-то там на 10-м раунде, он собрал себе тоже Луну в тройку, но у него были предметы вообще шикарные. То есть у него была маска,
Он на третьем раунде нашел маску, он нашел там луну в двойку, потом он нашел две луны в двойку, что-то до 10-го, и на 10-м раунде он ее в тройку апнул. При этом у него было 50 монет, при этом у него были еще и волшебники, и при этом он еще и выставил троллей. Боже, он так всех поджигал, там все в чате просто разорались. Но я их понять могу. Так, ну Шарбезна мы... Не, я по-любому беру Шарбезны, я не хочу испытывать судьбу, потому что я знаю, как это происходит. Сейчас я не возьму Шарбезны, по итогу меня вынесут. Я бы хотел даже попробовать какой-то предмет рольнуть из 4-го тира, но не буду. Мне минимум нужен 5-й тир, либо же 3-й тир, мне нужен Кристалл Призрака. То есть, смотрите, мне нужен Хайперстон. Благодаря ему у меня будет очень много скорости атаки, а соответственно это куча стаков Луны. То есть Луна будет не только максимально быстро скорость атаки набирать, так у нее еще и глывы будут по всему столу летать бешено. И даже если какой-то контроль прилетит, она за это время может накидать эти глывы и все. И все. Карул хавайся. Все, там будет просто торба. Единственное, что куда мне эти предметы деть, вообще непонятно. То есть у меня сейчас есть клевер, у меня есть сейчас вот этот вот магический посох. Единственное, наверное, кого их можно деть, это в Хускара. Либо же просто пусть как брелок висят. Не знаю. Куплю этого тролля все-таки. Хотя на самом деле этого тролля можно будет и продать в будущем. Почти, кстати, 8 уровень. Я, наверное, возьму 9 уровень и на 9 уровне буду ролиться. Буду ролиться. Дай бог ко мне темпларка придет. Дай бог. О, воины пришли. Воины пришли. И что, и что, и что? А вот что. Видите? Помните, я говорил, что воины придут, у меня будут проблемы? Немного урона не хватит. Возможно, не знаю, что. Короче, что, не знаю. я даже не знаю, что сказать на этот счет. Надо было немного раньше определиться с Луной. Вот, знаете, вот этот вот тонкий момент, когда нужно прочувствовать, когда тебе все-таки взять Луну. Я задумался на этот счет и думаю такой, блин, а если бы я ее реально взял раньше? А вот реально, если бы я ее сейчас взял раньше, насколько было бы эффективно? О, помните, я недавно совершенно сказал о том, что хорошо. Точнее, не так. Все, опустили этот момент заново. Помните, я совершенно недавно сказал о том, что шар бездны нужно взять. Там 3 мага сейчас собирается, несмотря на то, что есть еще бог полуорг. Бог полуорг это вообще еще та заноза в заднице, потому что он будет станить по КД. Будет разваливать, ничего делать. И скорее всего мне здесь понадобится рыцарей немного. То есть мне нужен уровень. И я буду брать 9. На 9 уровне я, естественно, буду искать темпларочку. Она по-любому мне нужна будет. А сколько у меня вообще троллей? 4. 4 тролля у меня. Обидно. Я просто подумал, что можно доставить еще одного рыцаря, но если я поставлю сейчас бэтрайдера, у меня скинутся волшебники, поэтому такое себе дело. И тролль, ну давай ты придешь уже, а? Я, кстати, попробую, наверное, доминатора поставить. Вайда. Все-таки, как-никак, он может накинуть свою хрону, увеличить скорость атаки, хотя куда еще больше. У меня и так тролли. Блин, я вот сейчас задумался на мгновение. А прикиньте, если бы глывы Луны стакали скорость атаки. Она же за один удар настакала бы себе максимальную скорость атаки сразу. Сколько там тролли стакаются? 15 раз? Nope. Вот, блин, ну, я не знаю больше, что сказать, просто не зря я все-таки взял шар бездны. Сколько там магов? Сочувствую я магам. Шар бездны я нашел. А еще меня немножечко, скажем так, разочаровал только что тот момент, что чел забрал винстрик. Тот винстрик, который хотел забрать я. Ну ладно. Ну ладно, что ж. В следующий раз, значит. Бог полуорг уже на 4 месте, но он, скорее всего, не нашел себе посох. Жертву. Ну, смотрите, раз, два, три. 3 мага. 3 мага и бог полуорг. То есть, ну, короче, грубо говоря, 4 мага. И хорошо, что я взял шар бездны. Надеюсь, что сейчас 25-го раунда мне упадет кристалл призрака. Это будет вообще песня. Просто вишенка на торте. Блин. Вот. Стоп. Бог полуорг, стоп. Стопе. Так, от хила у него нет, отлично. Значит, у него и богов фуловых нету.
Жик-жик-жик-жик. Как красиво за этим наблюдать, боже. Вы знаете, я не собирался целенаправленно собирать сейчас Луну, но тем не менее, каков результат, а? Может, всегда стоит не собирать целенаправленно кого-либо? Вот реально, может, не стоит упарываться в какую-то сборку, а вот брать то, что тебе идет, и от этого играть? Потому что я заметил такую тенденцию, когда я целенаправленно что-то хочу записать, то либо кто-то эту сборку тоже начинает собирать, либо же оно моментально не идет. А вот сейчас я не знал даже, что я буду записывать. Я вообще думал, что троллей каких-то запишу. Может, что-то еще, но... Кстати, знаете, что я сейчас вспомнил? Что под предыдущим роликом я говорил, что если соберется 50 лайков там... Я даже не посмотрел, сколько там лайков собралось. Ну ладно, короче, я под предыдущим роликом говорил, что если соберется 50 лайков, то я запишу контент с темпларочкой, либо же с луной. И сейчас я такую тенденцию заметил, что у меня в каточке есть как темпларочка, и я собрал луну. А это означает что? Правильно. Это означает контент. Так, ладно, этого тролля я уберу. А Эма я, наверное, пока что ставлю. Пусть будет. Лишним явно не будет. Так, что у меня упало? О мага. Боже, у меня аж сердечко кольнуло. А можно так всегда будет? Фловый бог полуорку. Острые наручи мне не нужны от слова совсем. Наверное, как... Я, короче, как-то так сделаю. Так. Сложный выбор, но я возьму маску. Знаете, почему я возьму маску? Мне нужно максимально быстро отхиливаться. Маска даст мне гарантию того, что я не сдохну за 3 секунды. С маской второго тира я бы так не отхилился. И вот эта маска пятого тира дает мне гарантию в том, что если будет здесь воин, то я смогу себя не убивать, а я наоборот буду отхиливаться. Так, это убийца. Что с убийцами? Что там, что там, что там? Боже, насколько кристалл... Чего? А что это было? Так, зимнее объятие закидываю в луну. Пусть будет плюс 10 армора, это надо. Это по-любому надо. И поставлю там... Ага, понял, Аэма скипнуть надо. Аэма, к сожалению, я собирать не буду, значит. Значит, Аэма мы не собираем сегодня в каточке. Аэма, я думаю, продам. Или оставить Аэма. Боже, мозг работает на 155%. Так, все. Все, у меня немножко рыцарей есть. Знаете, почему у меня немножко рыцарей есть? А потому что я поставил Бэтрайдера сейчас. На самом деле, я не просто так сейчас рыцарей поставил немного. Меня убийцы только что чуть ли, ну, почти ваншотнули, грубо говоря. И вот эти вот 3 секунды, которые со старта появляются, это дефолтный щит рыцарей, но может активироваться еще один щит рыцарей. Ну, короче, 6 секунд 6 рыцарей может появиться, и тем самым я 50% урона срежу. Откуда у тебя башер? Откуда? Чем ты меня башишь? Вот теперь поняли, почему я взял маску 5-го тира? И я только что обратил внимание, то, что у Лины башер 2-го тира, и она мне 3 раза за раунд башнула. 3 раза. Я напомню, что 10% шанс того, что она может меня забашить. 10% шанс. Серьезно? И она меня так башила? Неплохо. Так, этого тролля. Так, Хусик пришел, отлично. АМ приходит. Но я через АМ не хочу играть. Получается, осталось 2 мага. Попробую рискнуть. У меня шар бездны... Какой ужас. Какой ужас. Я сейчас ролил, но чтобы найти БКБ, а не явно вот это вот. О, сильный предмет, не спорю. Очень сильный предмет. Да. Так, темпларка пошла. Смотрите, оп, какая пошла, какая красивая.
Пока Луна отдыхает, темпларочка работает. А что это за сайленс такой? А, понял. Ладно, ребята, забираю свои слова назад. Цепочка — это имба. Она только что спасла мне жизнь. Кто не понял, что только что... What? Темпларочка? Вот, честное слово, если бы я хотел целенаправленно записать темпларку, этого бы не получилось. Это дикая случайность, и у меня получилось записать темпларочку. Так я сейчас, наверное, через яйцо ее апну. Я не буду пытаться испытывать судьбу, я думаю, сейчас юзну яйцо, перекину в нее шмотки, она будет намного жестче, чем Луна. Но Луну в любом случае я, наверное, оставлю. Да, наверное, так и поступим. Так, предметы перекинуть. Так, а ну сюда. Почему я перекинул темпларку? Это из-за того, что, во-первых, у нее есть собственный щит, который нереально жестко дефает. Это первый момент. Второй момент. Она бьет чистым уроном под этим щитом. Что, извините меня, немаловажно. Кстати, чел шамана нашел. Но тут должен быть закон баланса. Все-таки закон баланса. Раз я нашел темпларку в двойку, чел обязательно должен найти имбу шамана. И не дай бог он его соберет в двойку под агонимом и посохом жертвы. Он же мне просто жизни не даст. И мне по-любому нужно будет БКБ. Хочу я того или нет, но БКБ мне по-любому надо. А еще, кстати, знаете, что можно будет сделать? Можно будет синергию Киры поставить. То есть, если мне сейчас упадет довольно-таки хорошая шмотка, я поставлю синергию Киры. И это прям будет контент. Там у бога полуорка остался 1 хп. Я надеюсь, ты вылетишь. Вот. Я не злорадный, и я ни в коем случае не злой. Но я надеюсь, ты вылетишь. Вы мне так надоели? Ах, ты ж нехороший человек. Вот ты не мог откиснуть со своим 1 хп. Почему я должен переживать за тебя теперь? Да. Знаете, я в этой катке должен Луне ноги целовать. Вот просто должен. Я, кстати, наверное, сейчас буду... Хотел сказать, буду. Я буду, наверное, брать 10 уровень. Мне нужен 10 уровень. Хочу этого или нет? Нужен. Нужен он из таких вот причин. Если я захочу синергию Киры поставить, то мне по-любому нужен уровень. 10. Да, я Луну хочу схавать. То есть у меня будет обеденный стол вкусный. То есть это Луна троечка. Ну, кстати, реально, если так подумать, то у меня есть даже какие фигуры похавать. Чпуньк, чпуньк. Джик, джик, джик. Так, ну что, БКБ упадет мне? Давай, БКБ. БКБ, БКБ. Да, я верю в БКБ. Аж усиление пришло. БКБ? И, ну, хотелось бы мне взять арчит. Но не в этой ситуации. Слишком много магов. Слишком много магов. Я лучше возьму БКБ. Да, я полюб... Ага. Ну ладно, тогда я предмет 5 тира попробую рольнуть. Я возьму криты. Но БКБ мне по-любому нужно будет. Криты это, конечно, хорошо на самом деле, потому что под Кирой у меня будет много урона. Но то, что мне не упала БКБ, упал Некромикон, это прям грусть, печаль. Да. Хоть бы камень Киры упал, я бы больше обрадовался. Я бы хотя бы себе здесь обеденный стол устроил. Так, а что у меня там есть? А, понял. У меня осталось 6 предметов. То есть 6 предметов, и они все мне необходимы. Там есть БКБ, Кира и МКБ. То есть эти 3 предмета, они мне идеальны. Просто идеальны. Так, давайте попробуем помечтать немножечко. Соберу ли я в этой каточке темпларочку в тройку? Я думаю, нет. Так, убийцы против меня. Так, битва титанов. Сларк vs Темпларка. Ну, естественно, Темпларка победила. Ни в капле в ней не сомневался. Все, пока-пока, убийца. Хорошей тебе игры в следующей катке. Ой, чувствую, добазарю сейчас. По идее, я должен здесь в топ-3 заходить. По идее. Не знаю, что должно произойти в этой игре, чтобы не зайти в топ-3. Вот не знаю. Серьезно. Поставлю пока 4 рыцаря баф. Обидно. Так, полуорк вылетел. Отлично. Я думаю, без БКБ мне здесь будет очень тяжко. Бог, орк. Джаггер тройка. Это плохо.
Это очень плохо. Чисто битва титанов. Остался бог-орк. Остались маги-волшебники. У меня есть шар... Ну, у меня как бы есть и щит темпларки, и есть шар бездны. Там, кстати, чел довольно-таки умно сейчас сделал. Во-первых, у него Хускар. Во-вторых, у него Вайпер. В-третьих, у него Шаман пятерка. Не дай бог он его соберет в двойку. Как только он соберет его в двойку, у меня будут дикие проблемы. Во-первых, он мне будет щит скидывать, будь здоров. Да он мне, да он мне даже не даст его закастить, этот щит. О, Хекс прилетел. Я безоруж прилетел. Все как я люблю. Давай, души, души, души его, души. Не, БКБ нужно по-любому. Слишком много времени теряю. Был бы у него немного сильнее маг, он бы меня уже снес. Элементарно, посох третьего тира ему нужен настаканный, и все, он бы меня сносил без шансов. Хотя у меня рыцарь, ну, его, наверное, прокаст я бы переживал. Наверное. Не факт. А что тут у нас по магу? Так. У него Джаггер. Понял. Бог-орк его выиграл. Сейчас сделаю вот такую вот расстановку. У него все на левой части, поэтому я туда сейчас всех ставлю. Чтобы не терять время и выносить его. Как раз у меня шар бездны на Луне. Он активируется, у меня будет... Тот самый... Ой, на Луне. На Темпларке у меня шар бездны, поэтому в радиусе, где она находится, сейчас будет магический деф. И для меня это огромный плюсик. Огромный плюсик. Аж глаз зачухался. Вот знаете, вроде ситуация сейчас идеальная, и вроде как все хорошо. Но в один прекрасный момент может сейчас такое произойти, меня просто снесут без единого шанса. Так, боги-орки. Боги-орки. И до сих пор без отхила, понял? Но у него дикие проблемы. Если он не найдет отхил, то все, это конечное для него будет. Да, у него ужасные там шмотки. У него нет отхила. Без отхила он крип. Он крипочек. Он крипочек. Но я думаю, здесь катка где-то на 40 раундов будет. Если, конечно, я не буду жестко сносить никого. И если мои противники тоже никого сносить жестко не будут. Но тут какая-то реальная битва титанов. Один чел сидит 50 монет, 45 хп имеет. Да, дракон-маг. А он, кстати, играет против волшебника-мага. Там Ускар дерется с магами. Ничего. Понял, принял. Осознал. Так, либо сейчас ко мне придет волшебник-маг. А, ну он ко мне только и должен прийти. Я думаю, картинка сейчас не будет приходить, только он ко мне должен прийти. Отлично. Отличненько. Чел не выдержал и решил ролиться, да? А, не, остался при 41 монетке. Я думал, он не выдержал и решил поролиться. А зачем он тогда вообще ролился? В чем прикол? В общем, для идеальной сборки мне сейчас нужны next вещи. Во-первых, камень Кира. Во-вторых, БКБ. Я даже бы сказал так. В первую очередь мне необходимо БКБ. Там очень много контроля в виде обезоружия, в виде хиксов вот этих вот всяких, в виде обледенения. А все это время. Так, чпуньк, чпуньк, чпуньк. Чпуньк. Обожаю этот щит. Чтобы вы понимали, под этим щитом не работает обледенение. Это прям топчик. Это прям то, что доктор прописал. Так, пошли. Замечательно. Ну, я думаю, дух пятерка так себе. Все-таки Луна будет эффективнее. Хотя, если этот дух в двойку соберется, я думаю, это будет довольно-таки жесткий дух. Хотя... Не уверен. По-моему, это легчайшее. Мы сейчас просто тянем время. Хотя... Посмотрим, посмотрим. Посмотрим, еще время есть. Чисто Луна меня вытащила в топы. Обожаю Луну. Все, это мой фаворит герой. Герой номер один. Чпуньк, чпуньк, чпуньк.
И Свен, и Темпла. Еще луна. Еще одна луна пришла. Неплохо. Сейчас соберем 2 луны в тройку. Не, ну я лучше возьму БКБ, ну их в баню, там слишком много контроля. Во-первых, провидец. Во-вторых, хиксы вот эти вот всякие противные. Ну, я, кстати, могу уж предметы переролить, да? Или не могу еще переролить? Ай, ладно. Да ты прикалываешься? Даже 2 цветки пришло. Лучше бы вы мне приходили, когда вы мне нужны, а не когда вы мне не нужны от слова совсем. Просто отвали от меня, пожалуйста. Пусть мне приходит то, что мне действительно надо, а не то, что мне не надо. Так, чпуньк, чпуньк, чпуньк. Чпуньк, чпуньк, чпуньк. Фух, я на мгновение подумал, маску 5-го тира нашел. Но из-за того, что маску 5-го тира не нашел, у него все плохо. Ну да. Был бы у него отхил, скорее всего, он бы меня вынес. Но отхила у него нет, поэтому вынес его я. А еще там, кстати, собрался вайпер в тройку. Это... Это еще та проблема. За тролляк это вообще забыл. Ладно, я Леончика продам. Так, погнали. Пусик, отлично. Пусик нам надо. Пусик нам надо. Я, кстати, у меня есть БКБ, поэтому я рольну этот предмет. Может, что-то найду интересное. О, каменькира. Каменькира это то, что... То, что мне надо как раз. Так, все, теперь... Так, теперь у меня сейчас будет обеденный стол вкусный. Так, вот так, вот так. Отлично. Так. Ну что, погнали? Сколько у меня там сейчас урона у темпларки должно быть? Около косаря где-то, да? 916 и 7000 хп. Приемлемо. Отлично. YouTube, привет! Привет, привет, Дэвил, привет. Да отвали ты от меня, алло. Ты что, прикалываешься, Эмпресс? Кстати, сейчас время обеденного стола номер 2. Я сейчас буду хавать Гримтача. Гримтач овер полезный. У него много питательных веществ, поэтому буду его хавать. Ставим лайки, подписываемся на канал. Вот так вот сделаем. Так, вместо Бэтрайдера. Хотя у Бэтрайдера хп немного больше, но у него урона больше, поэтому я предпочитаю урон. Чем будет больше урона, тем, соответственно, что? Правильно, темпларочка будет намного больше критовать. Намного больше. Опять у них ничья. Да вы можете кто-то из вас сдохнуть уже? Хускара почти в тройку собрал. Я как бы не опасаюсь вообще там никого на самом деле. Но, кстати, Хускар это может быть проблема для меня. Знаете почему? Потому что он будет мне очень быстро щит скидывать. А у него еще и вапер есть там. Поэтому от щита проку особо мало будет. Но, кстати, возможно, я попробую тролля берсерков в двоечку, если он соберется. Хотел сказать в троечку, в двоечку. Все-таки БКБ есть. Чпуньк, чпуньк. Чпуньк. Так, я понял, все по моей методике пошло. Чпуньк, 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 чпуньк. Отхила зверска мало. Чпуньк, чпуньк, чпуньк. Погнали, 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 погнали. 1800 крита. Снеси его. А, у него 6... А, я ему не снесу всю хп. Чпуньк, 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 чпуньк. Отлично. Такое мне нравится, такое приемлемо. Ну да, то, что я говорил, я ему не снесу всю хп. Я по-любому уверен, что его никто не вынесет сейчас. Вот по-любому. Гадалки не ходи, его никто не вынесет. По-любому. По закону подлости так и происходит. Так. А что там, тролль в двоечку, может придет уже легендарный? А?
Ой, хотелось бы как-то, ну вот. Хочется. Хочется как-то. Я бы мог, кстати, знаете, кого еще поставить? По идее, я мог бы поставить чернокнижников, да, если бы Луны не было. Хотя не. Не, никого бы я особо не поставил. Я рад, что у Джаггера нету маски на анхил. Просто рад. А, так это конечное для него. Это конечное для него. Я даже не понял, как я переключился. Я думаю, Джаггеру обидно. Ну, кстати, можно было бы реально попробовать 4 чернокнижников поставить. Мне нужен Аганим. Аганим под этого тролля это будет то, что доктор прописал. У него каждую секунду будет вылетать топоры. Под его-то скоростью атаки это будет бешено. Ну, кстати, возможно, мне стоит его не керрить. Ну, сейчас посмотрим. Я в Темпларку больше верю из-за того, что у нее есть ее могучий щит. Все-таки ее щит это имба. Хотя там... Короче, не знаю, давайте сейчас посмотрим. Маг-дракон проиграл уже 5 раз. Отлично. Хорошие новости. 3500 крита. Обалдеть. Я аж чуть не подавился. Но ничего, так как-то плохо вылетают топоры. Сколько там, 2 или 3 раза всего лишь они вылетели? По-моему, это как-то слабо. БКБ, БКБ, хотел сказать. МКБ это то, что надо. Кстати, вдруг кто не знал, то у тролля сейчас самая быстрая скорость атаки. Быстрее нету ни у кого. Только у алхимика под его ультой под троллями. А так быстрее ни у кого нет. У него самая быстрая скорость атаки. Я, кстати, сейчас предметы закину темпларочку. Чтобы урон у нее был побольше. Ну, в принципе, все пока что. А там посмотрим, я, может, что-то переделаю. Так, чпуньк. Так, раз топоры вылетели. 2 вылетели топоры. 3 вылетели топоры. Добротно. Так, ну чё, все, топ-1, да? Нет. Чего? А как ты меня снес? А ну-ка, не знаю, попробуем сейчас предмет какой-либо найти. Я думаю, бессмертие взять. Такое вместо чего? Я, наверное, все-таки темпларку закирю. Хотя не уверен. Не уверен я как-то. Посмотрим сейчас. Сделал ли я ошибку или не сделал ошибку. Так, темпларочка приходит еще. А, у него Хускар под Аганимом. А, понял, у меня темпларка не убила его. Вот как ты меня вынес. Жестко. У меня темпларка решила не бить его. И вот, как итог, что произошло. Вечное обледенение. Уже плохо. Это меня не радует. Надо было шар бездны оставлять. Эмпресс Лайт меня преследует сейчас. Отвечаю. Она какой уже? 5-й раз ко мне пришла. Но алхимика я не хочу собирать. Можно было бы попробовать алхимика, но я думаю, лучше морских поставить. Думаю, морские это будет то, что доктор прописал. Кстати, я рискну, наверное, и попробую скорость атаки оставить, так как скорость атаки маловато, что-то надо стакивать. Слишком как-то мало растет скорость. Молодой. Он закирил себе шамана и пару критов вылетело. Пока. Вот что бывает, когда у темпларки срабатывает пару критов. Ваншот. А еще он закирил себе шамана, когда он был в двойку всего лишь. Ой, в единицу всего лишь. Это его самая грубая ошибка. Закирить шамана, когда он был в единицу. Лучше бы он оставил уже Хускара. Хотя на самом деле тут не факт, что... Я думаю, даже не это сыграло роль. А сыграла именно роль то, куда шаман накинул свою тучку. Он ее накинул вообще в угол куда-то. Чисто куда-то подальше. Фух.
На самом деле, ребят, это было сложно после стрима записывать еще один ролик. Так что я думаю, не разочаровался сейчас вас подачей контента. Еще и ролик такой долгий был, сколько, 40 плюс раундов. После 2-часового стрима. Плюс еще записать серию после этого стрима. Да, это жестко. В общем, добавить здесь особо нечего. Но, напомню, 50 лайков под этим роликом. Соответственно, что? Правильно, звери через суммоны будет. Поэтому я на вас надеюсь и жду ваши лайки под этим роликом, потому что ваши лайки нереально помогают продвинуть мой канал в массы. Реально, это очень помогает. Поэтому уделите минуту времени и поставьте свой лайк. Да даже не минута, там секунда времени. Как-то так. Что думаете по поводу этой карточки, напишите вы, соответственно, в комментариях. А если не подписаны на мой канал, обязательно подписываемся и телеграм закреплен в комментариях. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.